ассасины. Эцио. 4 штуки. Потому что Эцио много не бывает. И да, мои хорошие, вы снова или внезапно впервые на канале про хобби. Я Ларри, а это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Эцио. Как много в этом имени для сердца геймера слилось. А для коллекционера так вообще. Ezio Auditore da Firenze. Передо мной, как вы уже могли заметить, коробище аж с 4 Эцио. Предоставили мне ее на обзор наши друзья, шикарный косплей-дуэт Right Beat. Ссылочку на их творчество я оставлю в описании к видео, а я перехожу непосредственно к обзору. В коробке представлены 4 фигурки Эцио по 3 играм серии Кредо Убийцы, потому что 3 из них в стандартном костюме героя из игры, а 1 в костюме Альтаира, который герой добывает в Assassin's Creed 2. Я думаю, что среди вас вряд ли есть те, кто не играл в игру или не смотрел фильмы или вообще ничего не слышал про данного персонажа и данную франшизу. Поэтому рассказывать про нее детально я не буду. Давайте лучше достанем ребят из коробки и посмотрим, что они из себя представляют. Коробка. У нее, кстати, интересная судьба. Ее везли из самой Италии. Символично, не правда ли? Но внешний вид у нее не потому, что она там плохо доехала почтой России, а потому что везли ее в ручной клади. И для того, чтобы она поместилась в ручную кладь, блистер из коробки пришлось вынуть, а коробку саму сложить. Сейчас я вам покажу. Видите, здесь блистер, он разрезан напополам именно из-за того, чтобы вот фигурки не поломались в ручной клади и при этом, то есть они были в блистере. Вот у нас 4 фигурки. Размер фигурок 22 сантиметра. Релиз состоялся достаточно давно, в 2013 году. Коробочка простая, в ней ничего особенного нет. Здесь рассказано про самого Эцио, кто он такой, на нескольких языках, но, к сожалению, на русском ничего нет. Здесь написано, что данный пак содержит 4 фигурки, тоже на 6 языках, среди которого нет русского. Печалька. Здесь символ игры, соответственно. Вернее, я так понимаю, что это все-таки символ братства, но у нас он ассоциируется с игрой тоже. Здесь предупреждение. Ой, что это? Это задник. Вы можете поставить их на фоне красивого задника. Или не ставить. Так. Ну и непосредственно фигурки в блистере. И вуаля! Итак. Начну я, пожалуй, с классического Эцио, фигурку которого мы уже обозревали в наших ранних видео, но там он был запечатлен в позе прыжка Веры, а здесь он в своей классической позе, узнаваемый с обложки игры Assassin's Creed 2. Напомню, что Эцио Аудиторе де Ференце – флорентийский аристократ. Данный костюм достается ему от его отца Джованни, а сам он является потомком Дезмонда, кто бы это ни был. Я не играла в игру.
Я только фильм смотрела. Не бейте меня тапками. Ну, что можно сказать про фигурку? Ну, прикольно на самом деле. Это выполнена она достаточно, качественно, наверное, для своего ценового сегмента, потому что примерная стоимость всего пака составляла порядка 120-150 евро. Его и сейчас, в принципе, можно где-то найти там на Амазоне, на eBay. Вот. И я думаю, что для 4 фигурок цена, в принципе, небольшая, если не брать там стоимость доставки, потому что все это вместе весит, конечно, немало. Но я вот смотрю детальки, слушайте, если хотеть придраться можно к чему угодно, поэтому я придираться не буду. Мне на глаз нравится, здесь нет закрасов, абсолютно, здесь очень прекрасно выполнено. Я понимаю, что это принт, это вряд ли нарисовано. У него вот на полах его костюма есть рисунок. Вот он налеплен, но он качественно налеплен. Он никуда не вылезает, нигде не расплывается. И, в принципе, фигурка приятна глазу. На нее реально приятно смотреть. Я бы такой себе поставила, на самом деле. Если бы я была прям фанаткой Assassin's Creed, то я думаю, что это прям хорошая фигурка. Камон, это же Эцио, ребят. Лицо у него, правда, знаете, такое укуренное мальца. Серьезно. Я так не смогу. А так он даже цепочка, тоненькая цепочка у него покрашена. Чудесно, вообще не задевает ничего. Все классно, правда, классно. Хорошая фигурка, хорошо выполненная. Надеюсь, 3 остальные будут такие же качественные. Едем дальше. Вторая фигурка Эцио, тоже из второй части Assassin's Creed, но в доспехах Альтаира Ибн Лаахада, главного героя серии Assassin's Creed Bloodlines и Assassin's Creed Altair's Chronicles. Чем же примечателен данный костюм? В кодексе они описаны как обладающие огромной силой, но достаточно легкие, чтобы герой чувствовал себя в них свободно. А создана эта броня была самим Альтаиром с использованием знаний, полученных от яблока Эдема. Да-да, того самого, вокруг которого разворачивается действие вышедшего фильма. А к Эцио она попала очень просто. Он нашел ее в святилище своей семьи, где она была запечатана, и восстановил ее. Что можно сказать про эту фигурку? Лицо у него все еще такое же обдолбанное. Серьезно.
Вообще, а вот как бы качество-то все так же неплохое. И рисунки классно сделаны. И вообще мне нравится. Здесь он даже тенюшечки прорисованы. Шпагу я так... Вынимать? Не вынимать. Что у него тут? Да, неплохо. Единственное, что у него рука почему-то, вот кисть, она желтее, чем лицо. Может, конечно, на нее чаще просто перчатку надевает. Ну, не знаю. Может быть, с цветом что-то не то. Как-то у меня нет объяснения этому. Коту надоело, ну ладно. А так, в целом, да, мне нравится. Опять-таки, прекрасное качество для фигурки как бы такой ценовой категории. И, в принципе, да, хорошо, прям классненько. Такие все деталечки, все клепочки настолько аккуратно выполнены, что, ну, правда, это прям загляденье. Не у каждой дорогой фигурки встретишь настолько качественный, не знаю, покрас. Вспомните в том же Assassin's Creed, когда мы делали обзор на Ezio Leap of Fate, там был пипец с плащом. Вы помните? Если вы не видели это видео, ссылочка будет в описании, здесь в подсказках. Ну, там был ахтунг, правда. Здесь же все хорошо, при том, что, в принципе, все 4 фигурки стоили как тот Ezio. Поэтому прям респектуха и уважуха. Идем дальше. Третья фигурка Ezio по игре Assassin's Creed Brotherhood. Игра является прямым сиквелом Assassin's Creed 2, и в ней Ezio выступает снова главным героем. А данный костюм был ему подарен Никколо Макиавелли после того, как этот костюм был утерян в Assassin's Creed 2 при осаде Монтериджоне. Костюм представляет из себя нечто среднее между вот этими двумя. Альтаир, Джованни. Что у нас с фигуркой? О, кстати, да, вот здесь уже с лицом получше. Что еще? Ну, накидочка такая прикольная. Не, объем, все это, мне кажется, нет смысла дальше говорить одно и то же. Да, фигурки сделаны хорошо. Единственное, что мне не особо у них у всех нравится, так это руки. Но здесь, по крайней мере, руки, они в цвет лица, в отличие от... А так, да, все классно, все хорошо. Здесь вот на подставочке написано Assassin's Creed Ubisoft Ubi Collectibles. Все качественно. Вам тут не черкизон. Едем дальше. И четвертая фигурка Ezio. Это фигурка из игры Assassin's Creed Revelation. Это четвертая игра в серии и третья игра про непосредственно Ezio. В игре ему уже 52 года. Герой предстает в новом костюме, отличающемся на этот раз не только формой и элементами, но и цветовой гаммой, ставшей из бело-красной темно-серо-синей, а также приобрел меховую вставку на левом плече и витиеватый рисунок на отдельных участках.
А по игре это костюм мастера-ассасина, которым и становится наш Эцио. Ну что, давайте посмотрим и ее еще разочек оценим. И да, тут тоже все хорошо. Вот, кстати, отличие. Здесь подставочка, видите, она такая в виде гравия, мокрого асфальта, не знаю, какой-то серой грязи. А здесь у них разного цвета плиточка как бы выложена. Здесь вот самая темная и дальше. А здесь все хорошо, здесь вот. Мне нравится, а вы думайте сами. Мы вам все показали. Всех 4. И здесь уже лицо, да, такого взрослого достаточно мужчины. Не знаю, я бы ему не дала 52, я бы ему дала, наверное, ну хотя да, 52. И опять вот это вот. И глаза закатывают. Он так в игре интересно ходил. У него крюк. Здесь уже кинжал. Очень классно. Прям очень классно. Ну что, я думаю, что нужно переходить к нашему традиционному рейтингу оценки. Да? Поехали. Итак, приступим. Цена. Я все сказала про цену. 4 фигурки за 120-150 евро. Да, это, правда, без учета доставки, но может быть там 100-160 евро она будет с учетом доставки. Просто найти надо. Это хорошая цена для 4 немаленьких фигурок, при этом хорошо сделанных. Они действительно хорошо сделаны. Да, это не какой-то там Hot Toys уровень, но это все равно хорошие фигурки. Они действительно будут радовать глаз. Поэтому цена плюсик. Ну, тут решать вам. Может, для кого-то это минус. Но тут наша оценка. И да, плюс. Качество туда же. Абсолютно, я уже все сказала. Они сделаны достаточно качественно, без закрасов, без всяких там заплывших деталей. Все хорошо. Ну, лицо не в счет. Не смотрите на лицо. Ну, плюс. Хорошо они сделаны. Я не могу дать за это полплюса, потому что это плюс. Лицо это какая-то минимальная просто деталь. И то, может быть, кому-то понравится. Смотрите, здесь даже на губах шрам есть. Он нарисован, тот самый шрам. Это плюс однозначно. Не спорьте со мной. Я знаю, что я говорю. Дальше едем. Габариты. Мне кажется, что здесь опять плюс. Это же Эцио. При этом он небольшой. Это не вот тот Эцио, который вот там вот. Там вот, да, 10 раз подумаешь, куда его ставить. Потому что достаточно большой. А здесь нет. Можно их менять каждый день. Сегодня и этот Эцио на полочке стоит. Завтра и этот Эцио на полочке стоит. Прекрасно же. Ну, каждый день что-то новенькое. И глаз не замыливает. Ну, 4 штуки их разных. Прекрасно, я считаю. Габариты у них небольшие. 22 сантиметра это немного для фигурки. Она влезет на стандартную полку. Вот, а тем более таких прекрасных фигурки. Поэтому плюс. Ожидание, реальность. Я не знаю, чего ждали ребята, но я думаю, что я была бы довольна. И если бы я собирала Эцио, если бы я, вернее, любила Эцио, если бы я собирала фигурки, мерч и все остальное по ассасинам, то этим комплектом я была бы довольна, потому что, ну да, на картинке лица особо не видно, ну действительно, на промо-постерах не видно вот этого и вот этого. Поэтому я думаю, что да, ожидание и реальность, в принципе, совпадают с ожиданием реальности, которую вы ждете. Поэтому это тоже достаточно большой жирный плюс.
Ну и остается у нас раритетность. А вот с этим ребята подкачали, потому что, на мой взгляд, их сейчас можно найти на том же eBay, на том же Амазоне. А если поискать, то можно и у нас на российских ресурсах данных персонажей найти. Может быть, там предзаказ сделать у какой-то конторы, если боитесь прямо или там не можете делать покупки, совершать покупки через eBay и Amazon. Поэтому, да, в этом случае никакого плюса они, конечно же, не получают от меня. Вот, но все равно 4 Эцо из 5 данный набор от меня получил. Вот. Ну, а об остальном судить вам мы все показали. У меня на этом все. Порадуйте видео лайком, если вам понравилось. Спасибо за просмотр. Поделитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. А мы дальше будем радовать вас супер крутыми, опасными фигурками. Всем пока!